Близкие к Кремлю аналитические центры прогнозируют тихий кризис в экономике России уже в этом году. Но настанет ли он? Или пока индийский премьер Моди будет обниматься с убийцей Путиным и покупать нефть, то и деньги у России будут. Об этом не только мы поговорим сегодня с нашим гостем. Владимир Милов с нами на связи. Владимир, здравствуйте. Рада приветствовать. Здравствуйте. Рад быть у вас в гостях. Начну я с теракта, который произошел 8 июля, когда Российская Федерация выпустила по Украине 38 ракет и убила более 40 украинских граждан. Во-первых, показателен сам удар именно по Киеву, который уже давно не видел такого количества прилетов, но и во-вторых, этот удар, он был очень демонстративным. Он был нанесен утром в 10 часов утра, когда в это время очень много людей на улицах идут на работу по своим делам, но и также удар наносился перед саммитом НАТО. Вот по вашему мнению, этим ударом Кремль пытался показать, что он уверен в своих силах и не боится никакой ответки от Украины и НАТО, и что вот, мол, соглашайтесь на наши условия переговоров, иначе потом будет еще хуже. Или же наоборот, это от бессилия и уже загнанная в угол крыса начинает огрызаться? Анастасия, я, во-первых, хотел выразить максимальные слова сочувствия и поддержки. У нас вот тут второй день все в слезах уже ходят. И, поверьте, я получаю огромное количество сообщений от своей аудитории в России. У меня много там зрителей, и они все просто невероятно возмущены, шокированы этой варварской всей жестокостью. И держитесь там, тримайтесь, весь винный світ вас підтримує и відчуває ваш біль. Так что надеюсь, что найдете в себе силы пройти через все эти испытания. Это очень-очень, конечно, просто невероятно тяжело на все смотреть. Что касается того, зачем они это делают, это тактика террора и деморализации. То есть, вы знаете, я думаю, что вы, может быть, видели много комментариев в последнее время от российской пропаганды, официальных лиц, что они очень любят смаковать эти тенденции, что растет усталость от войны и желание там как-то, чтобы все это закончилось и так далее. Это если вы послушаете последние слова Путина про то, что он хочет якобы мирные переговоры, но на своих условиях, да, это такая попытка склонить к капитуляции через деморализацию. Да? То есть, я думаю, что, к сожалению, это скорее всего, не последняя такая история. Они будут максимально пытаться деморализовать украинскую нацию. Мы знаем, что у них это не получается. Да? Но они так, это от авторов приквела, значит, «Возьмем Киев за 3 дня». Да? Они так рассуждают. И на этом фоне вы видите, там у них большая псевдодипломатическая активность. Типа, что значит, заставить, принудить всех заморозить войну на условиях Путина. Думаю, что это часть этой тактики. Конечно, показательно, что это перед саммитом НАТО произошло, что можем, будем, у нас нет границ никаких, ни моральных никаких. Да? То есть, они реально пытаются западным политикам тоже показать, что с кем вы имеете дело, поэтому соглашайтесь на ваши условия. Казалось бы, это нужно быть совсем больными, чтобы делать этот удар перед саммитом НАТО, зная о том, что мы будем просить еще больше ПВО, еще больше оружия, ждать ответную реакцию от стран Запада, которые, возможно, дадут нам еще больше ракет или возможности бить ими вглубь территории Российской Федерации. Потом действительно этот ответ будет. Но, как вы думаете, почему Запад не торопится с этим? У Запада, видите, очень много своих проблем. То есть, здесь мы на такой стадии, почти 2,5 года полномасштабного вторжения, мы вошли в ситуацию, когда вы видите уже гораздо более жесткую коллизию между желанием помогать Украине и своими внутренними нарастающими проблемами и возможностями. Там и выборы всякие, и угроза Трампа, и то, что военное производство на Западе – это очень инертная штука, и развивать его это просто потребует времени там, и так далее. И видите, сколько они с этим чешским предложением по снарядам там возились. Хотя изначально казалось, что все это дело довольно просто решить. И все-таки я вижу на Западе большую решимость продолжать Украину поддерживать. Я совершенно согласен, вы правы, что Путину в обратку пойдут эти все вещи. То есть, я по международной реакции вижу, что
желание помогать Украине и поставлять ей вооружение в ответ на такое варварство, они усилились в последние дни. Это точно так же было, как вот с тем, что наконец было снято табу на удары западным оружием по военным объектам на российской территории после вот этого наступления на Харьков. Здесь, я думаю, тоже будет такой вот обратный для Путина эффект. Обратный эффект в том, что он слишком рано засветил Орбана, как вот сейчас главную свою ставку в Европе на продвижение вот этой идеи переговоров по версии Путина. Да, вот он торопится. Вот мне кажется, по разным признакам видно, что он торопится, суетится. Поэтому вот вы начали говорить про экономические новости. Мы с вами уже это обсуждали, что у него заканчивается коридор возможностей. Их осталось не так надолго. На какое-то время еще осталось, но вот видите, что он это все переходит прямо к такой жести и суете, когда вот он делает даже для себя, в общем, нерациональные действия, но вот, как он считает, это может приблизить, ну, вот так называемый мир на путинских условиях. Вот, кстати, Орбан, да, который сейчас разъезжает по всему миру с какими-то там инициативами, скорее всего, от Путина, и он при этом говорит, что Путин не может проиграть, учитывая количество солдат, оружия и технологий, которые Кремль использует в войне. Победить Россию, такую мысль даже трудно представить. Я бы хотела, чтобы Орбан представил, наверное, тех детей и наших людей, которых вчера убила Россия, которые точно ждали и думали, когда наступит этот долгожданный мир. Но мы видим, что Орбан все-таки не сомневается в силе Путина. А она действительно такая? Или зачем он говорит то, что у России всего достаточно, технологии есть, оружие есть, солдаты тоже? Ну, он фундаментально поссорился с Евросоюзом. То есть, это уже не починить. Да? И у него еще такое немножко безвыходное положение сейчас складывается, потому что вы видели, что на евровыборах в начале июня его партия впервые за долгое время, партия Фидес, не получила большинства. И у него вот образовался очень мощный конкурент Петр Мадьяр. Это вот консервативный политик, который вышел из партии Орбана и создал свою партию ТИСа. Да? Вот. Поэтому здесь на выборах 2026 года не так много времени, меньше 2 лет осталось. Да? У него шанс потерять власть, как это вот только что было с Качинским в Польше, да, у него не нулевой. Поэтому мне кажется, что он тоже вот здесь под всеми этими обстоятельствами суетится. То есть, с Брюсселем там сожжены мосты абсолютно. Еще и проблемы во внутренней политике появились. Поэтому он пытается нащупать какую-то для себя роль, чтобы вот там, как бы он кому не нравился, но вот все считали его там для чего-то нужным и полезным, например, вести переговоры с Путиным. Мне кажется, моя оценка, максимально неудачный заход. Потому что его визит в Москву, то есть, вот люди, которые там сейчас рассуждают, допустим, в Европе о переговорах, чего они хотели бы? Они хотели бы увидеть хоть каких-то подвижек в позиции Путина. Потому что ультимативные требования Путина, они хорошо известны. Тут ничего нового, и к ним отношение тоже понятно. Да? Я думаю, что ситуация там задвигается с переговорами, если люди увидят какие-то подвижки в позиции Путина. Но не только никаких подвижек Орбан из Москвы не привез, но и тот просто в наглую, значит, при нем там в качестве статиста, стоявшем Орбане, диктовал опять вот эти вот все свои никому неприемлемые условия. Поэтому я думаю, что там какая-то вера в Орбана как какого-то переговорщика просто обнулилась по итогам этого визита. Но ему ударил, конечно, в голову еще вот тот факт, что на фоне всех этих конфликтов с Евросоюзом он вдруг получил, ну, по такой традиционной ротации вот это полугодичное председательство в ЕС. Мне кажется, что им вот с Путиным, они как-то решили, что это, в общем-то, техническая штука такая, да, но они решили, что они из этого председательства смогут сделать какую-то вот свою такую путинскую повестку в Европе. Ну, по-моему, вот так вот, как это выглядит, на мой взгляд, попытка не засчитана. Тут просто интересно, а что от этого получает сам Орбан? Он просто говорит, что дальше будет еще хуже, еще ужаснее, еще больше смертей. И как будто ему Путин об этом сказал, он его предупредил. И Орбан даже написал непубличное письмо руководству ЕС, где рассказал об уверенности Путина в поражении Украины. То есть Орбан все понимает, и он понимает, кто на самом деле такой Путин и что он будет делать в Украине дальше. Но в то же время он продолжает призывать к переговорам с Россией, а не к уничтожению этого режима. А вы знаете, вот если вы вообще посмотрите на западную дискуссию, и это то, что меня крайне возмущает.
Есть очень большое число политиков, экспертов, целых экспертных центров авторитетных, там, журналисты, про прессу западную я вообще молчу, которые очень любят рассказывать все это дело. Как у Путина все классно, как он построил эффективную военную экономику, там, как у него ВВП растет там, и так далее. И я, честно говоря, не понимаю, зачем они это делают, потому что, во-первых, это не так. Во-вторых, это реальное участие в информационной войне Путина на стороне Путина. Ну, надо отдавать себе в этом отчет. Когда вы говорите и пишете, что у Путина все прям прекрасно, и он выиграет войну, это вот просто добровольная поддержка его дезинформационной кампании. Почему это делает Орбан, это мне понятно. Да? Потому что, еще раз, для него главный враг Брюссель. Он хочет заручиться поддержкой. Кстати говоря, он поехал из Москвы прямо в Пекин, а Си Цзиньпин приезжал к нему совсем недавно весной во входе своего европейского турне. То есть, он хочет стать таким как бы шантажистом для Брюсселя, вот показывая, что, видите, у меня есть поддержка оттуда, из Пекина, из Москвы, и вы мне ничего не сделаете, я в другом городе. Но это такая рискованная игра, откровенно. Вот если хотите мой прогноз, и так как все дело идет, я смотрел на то, как проходила кампания по европейским выборам в Венгрии очень внимательно. Да? Вот. И я вижу, какой большой был энтузиазм, особенно среди молодежи, с появлением вот этого вот не фидесовского, не орбановского кандидата и новой партии. И надеюсь, что нам его просто придется потерпеть еще пару лет. Но вот будет это и все. Вот как это только что было в Польше. Вот будем надеяться на это. Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал премьера Индии Моди за теплую встречу с Путиным в день массированного обстрела Украины. А это огромное разочарование и сокрушительный удар по мирным усилиям видеть, как лидер крупнейшей в мире демократии в такой день обнимается с Моди, самым кровавым преступником в мире, написал президент. Но и в то же время мы видели эти кадры, видели, как Моди называет Путина своим другом. Это что, дешевая нефть кровью не пахнет? Ну, вообще, вы знаете, я в Индии жил больше 3 лет, вот, и хорошо знаю эту страну. К сожалению, индийская внешняя политика всегда была максимально эгоистичной. Ну, давайте вот, особенно вот с приходом к власти Моди и вот этой его Бхаратия Джаната партии националистической, да, если вы посмотрите просто вот на любых международных форумах, вот что они говорят по самым разным глобальным проблемам, там от разных войн и конфликтов до климата и так далее, до международной торговли. То есть, они вот делают все исключительно как им выгодно. Это, конечно, очень плохо. Вот об этом надо серьезно говорить. И в том числе и индийскую оппозицию призывать как-то более активно проявить себя в этом смысле и встать на защиту международных демократических ценностей. Потому что, ну, действительно, это отвратительно выглядело, как Моди там с ним обнимался и улыбался вот на фоне всего этого происходящего террористического. Да? Вот. Но, вы знаете, здесь есть не только плохие новости. В целом, вот интересно, если посмотреть на последние все эти международные встречи Путина и визиты, да, обратите внимание, какие они удивительно пустые. То есть, они с Моди, вот там нефть, да, но они не договорились, в общем, ни о чем. Да и нефть поставляется в Индию с огромными скидками. Моди страшно недоволен большим количеством вещей. Например, что у нас дисбаланс в торговле, то есть, Россия экспортирует много нефти, но индийский товар не покупает. Вот они, индусы, пытаются вот эту тему пушить, но не решается этот вопрос. В общем, из-за них самих, потому что их рупия не является какой-то удобной валютой для международных расчетов. Да? Дальше у них ключевая проблема состоит в том, что у них фактически обрушилось военно-техническое сотрудничество. Индия традиционно была крупнейшим покупателем российского оружия, но видно, что из-за войны Путину это оружие нужно, или, по крайней мере, мощности военных заводов ему нужны для того, чтобы все это поставлять на фронт. И Россия начала затягивать поставки. Вот по С-400 там зависшая ситуация и много еще чего. Мы видим, что Индия начала разворачиваться очень сильно в сторону Запада в плане поставок вооружений и даже, возможно, их совместного производства с западными компаниями в Индии. Так что, такой очень мрачный фон. Расчеты не работают. Сотрудничество по экспорту российского оружия сокращается. Индия недовольна. И, кстати, вот по составу, если посмотреть, я вот глянул сейчас, что у них сегодня было вот по составу делегации на встрече, ну, явно там обсуждали только нефть и оружие, потому что других больше как бы вопросов в повестке нету. Так что, плохая новость, то, что, конечно, вот
все эти хахоньки, обнимашки у Моди в такой трагический момент выглядят так отвратительно, но хорошая новость в том, что сколько бы они ни обнимались, содержания там никакого нет. Как и с Си Цзиньпином в мае у него его не было там и так далее. Поэтому вот пока что у Путина как-то вот включить зажигание во всей этой его международной антизападной коалиции не очень получается. Обнимашек много, содержания мало. Кстати, Блумберг писал, что Россия и Индия будут якобы каких-то сообщений и соглашений достигать по поводу поставок урана для новой атомной электростанции. Но и также была информация, что обсудят вопросы денежных расчетов между двумя странами. После отключения России от банковской системы SWIFT им как-то необходимо вместе теперь работать по-другому. А эти вопросы и действительно обсуждали? Я уверен, что да, они сейчас в связи с тем, что Америка ввела санкции по урану, они будут бешено рыскать по всему миру, искать другие рынки, но сопоставимого рынка для продажи урана они не найдут, потому что, ну, слушайте, там 2/3 мировых атомных электростанций – это США, Франция и Япония, да. Вот, они российский уран покупать так или иначе не будут. Поэтому здесь что-то там, какие-то крохи они пристроить смогут, но там многого от этого ожидать нельзя. По расчетам, смотрите, это нерешаемая ситуация. Просто она, в принципе, нерешаемая. Почему? Потому что сама политика индийских властей, она вот такова, что они против активного использования рупий за рубежом. То есть, они хотят... Это тоже вот еще обратная сторона вот этого внутреннего такого государственнического эгоизма. Да, что они очень боятся рисков для собственной валюты, если она станет там, активным игроком в каких-то международной торговле и расчетах. Да. Поэтому ее не получается. То есть, вот они что получают? Что российские экспортеры что-то продают за рупии, они остаются в Индии, вывести их сложно. Да? Сейчас они обсуждали какую-то схему, договорились, значит, вот на что им эти рупии разрешат конвертировать в инвестиции в какие-то проекты внутри Индии. Но вот у меня, внимание, вопрос, да. А как они, допустим, на этих проектах какую-то прибыль заработают, а как они ее-то будут выводить? То есть, все равно это, в общем-то, просто какая-то временная оттяжка той же самой проблемы, но ее фундаментально она не решится. Потому что, еще раз, у индийцев есть вот эта вот страшная настороженность, зарегулированная очень их валюта, они не хотят ее отпускать в мировое свободное плавание, потому что это для них чревато, вот как они считают, рисками. Поэтому я еще раз повторю, что это, вы понимаете, это не случайно, что в последние 30 лет экономика России настраивалась прежде всего на торговлю с Европой и с открытым миром. Да? Потому что вот с этими всеми странами, с ними огромная проблема торговать. И логистическая головная боль, там, и нету каких-то ликвидных, удобных валют для расчетов. Так что ничего, они обниматься могут сколько угодно. Проблема расчетов с Индией нерешаемая. Вот ничего они не смогут здесь сделать. Также Путин и Моди якобы договорились о том, что вернут индийцев в Индию, которые воюют в Украине на стороне Российской Федерации. Некоторые уже и погибли, были такие случаи, но все-таки договорился Моди, чтобы всех возвращали. А как же так случилось, что граждане Индии оказались в войне с Украиной? Ну, вот было много расследований на эту тему. Их реально заманили обманом. То есть, их заманили вот каким-то, я не знаю, там, турами или работой, но не подразумевалось, конечно, никакого участия в войне, а просто привезли там в Ростовскую область на какой-то сборный пункт, дали обмундирование, оружие там и вперед. Вообще, понимаете, вот еще раз, это одна из таких вот вроде мелочей, там немного этих индейцев, как я понимаю, но которые подсвечивают, насколько у них огромный дефицит персонала по комплектованию армии, что они вынуждены идти на такие идиотские трюки, как обманом индийцев на фронт бросать, и президенты двух стран вынуждены значит, устраивать между собой разборку по этой теме, да, чтобы всех их вернуть обратно. Ну, то есть, операция по вот этому обманному привлечению индейцев на фронт, она, очевидно, закончилась провалом. Это еще... И, кстати, посмотрите, если хотите, я сегодня у себя на канале выпустил большое видео про огромное количество кризисных проблем вообще в путинской армии и военной промышленности. И вот там самая ключевая проблема, конечно, кадровая. И здесь вот такие эпизоды подсвечивают, на какие адские просто ухищрения Путину приходится идти, и на скандалы потом с своим вроде близким там другом и союзником. Да? Просто потому, что им людей для комплектования армии не хватает.
Финансовая изоляция России может возникнуть только если мировому рынку перестанут быть нужны товары российского экспорта, говорит Набиуллина. А какие товары российского экспорта еще покупают? Ну, наверное, все-таки нефть, да, остается приоритетной. И можно ли это изменить, чтобы и вправду состоялась финансовая изоляция России? Вот видите, здесь такая интересная история, что да, конечно, подавляющая часть нашего экспорта, там 3/4 традиционно, это сырье и товары первых переделов, там металлургия, химия и прочее. Да? Причем, когда вот эти санкции заработали, и Россия была вынуждена перестроиться на Азию, то вот мы видим, что вся эта торговля идет с огромными дисконтами, а логистика дороже. То есть, везти все по железной дороге на восток гораздо дороже, везти все танкерами вместо Генуи или Роттердама в Бомбей, да, гораздо дороже и сложнее. То есть, потеряли экспортные доходы от сырья и увеличились издержки. Но вот что интересно, что не сырьевые и не энергетические товары российские на эти рынки никто не пускает. Никто не пускает. Их там нет. И вот очень многие российские чиновники на эту тему плакались в последнее время. Вот было прикольно, зрители могут найти интервью замминистра Минпромторга Осьмухина, который сказал, что Россия не сможет по крупным сложным продуктам, типа самолетов, автомобилей и прочего, да, не сможет наладить импортозамещение, потому что нет доступа на внешние рынки. А внутренний рынок слишком маленький, и он не дает того масштаба, который вот нужен, чтобы там самолеты, автомобили производить. Потому что страна-то, в общем-то, нищая. Да? Вот. И вот эти все друзья по БРИКС, ни Китай, ни Индия, ни Бразилия, ни Южная Африка, они что-то не спешат российским несырьевым товарам давать доступ на свой рынок. Например, в прошлом 2023 году почти на четверть обвалился не сырьевой и не энергетический экспорт из России. То есть, вот здесь ситуация для России такая, что кроме сырья никаких других продуктов конкурентоспособных Россия производить не может и не сможет, потому что вот эти вот страны глобального юга не открывают свои рынки, а это ключевое условие. Второе ключевое условие, чтобы вот эта вся монопольная, коррумпированная чемизовская экономика смогла какой-то работающий продукт сделать. С этим тоже большие проблемы, потому что сколько они обещали там заместить парк Боингов и Airbus'ов там российскими самолетами, суперджетами, там тушками и МС-21, ничего этого нет. Все это откладывается, потому что видно, что вот эта вся коррумпированная монопольная система с отсутствием клиентоориентированной культуры производства, они там все, они абсолютно советские, дяди там и так далее. Что такое конкурентоспособный продукт, они просто даже понять не могут. Да? Поэтому это ничего не заработает, не взлетит. И таким образом по экспорту остается единственный потенциал, вот это только сырье. Доходы от продажи нефти и газа России выросли примерно на 41% в годовом исчислении в первом полугодии, приблизительно 65 миллиардов долларов. И говорят, что все благодаря росту цен на нефть и ослаблению рубля, пишет Reuters. А почему, например, вот те же удары по НПЗ не приводят к тому, чтобы цены на нефть они обвалились? Ведь теперь Российская Федерация должна продавать больше сырья. Почему тогда цена держится? Ну, там есть два вопроса. Первое – это вот про рост нефтяных доходов. Не стоит сильно впечатляться этой цифрой, потому что вот первое полугодие сравнивается с первым полугодием прошлого года, когда был самый сильный удар от начала европейского нефтяного эмбарго, и российская нефть стоила 50. Да. Они за год смогли как-то вот починить эти, там, чуть-чуть уменьшить дисконтики, починить эти отношения. То есть, она сейчас стоит там, вот по июню. Были цифры от Argus, российская экспортная смесь Urals стоила там типа 67-68 за баррель. Это немало, то есть, они получают стабильный денежный поток, это выше ценового потолка большой семерки, и с этим надо дальше работать, чтобы эти доходы уменьшить. Но им все равно этих денег не хватает, потому что видно, что они только что опубликовали данные, 1 триллион рублей дефицит федерального бюджета за первое полугодие, и будет больше 2 триллионов вот по только что внесенным поправкам за весь год. То есть, они с этими ценами все равно не умещаются, и, конечно, им надо больше. Теперь, что с ценами на нефть происходит? На них влияют не столько удары по НПЗ, сколько, конечно, действия ОПЕК+, по тому, что они довольно сильно сократили добычу в последние годы. Иначе нефть была бы где-то там на 50 или ниже.
Я думаю, что мы этот тренд еще увидим осенью, потому что вот в начале июня комитет министров ОПЕК+ объявил о решении, что они с октября начнут из этих квот выходить и добычу увеличивать. С одной стороны. С другой стороны, мы видим, что экономика Китая все никак не запустится и не вернется к высоким темпам роста. Да. Еврозона балансирует где-то вот на грани рецессии. Только Штаты показывают сейчас какой-то хороший экономический рост. Поэтому спроса достаточного нет. А если ОПЕК будет осенью увеличивать добычу, то я думаю, что все шансы, что цены просядут. Ну и, конечно, вот мы сейчас только что, вот я пришел к вам в эфир, вылез из Зума с европейскими, американскими коллегами, где вот мы конкретные меры эти обсуждали по повышению эффективности ценового потолка. Но вы видите, что они сейчас по этой теме все время серьезно работают и вводят санкции против судов, там, перевозчиков, трейдеров, и в том числе из третьих стран. Так что надеюсь, что здесь тоже удастся эти гайки прикрутить. Еще одно сообщение от Bloomberg. Пишет издание, что российские олигархи получают миллиарды долларов дивидендов из-за роста военной экономики России. Ну и говорят, что десяток крупных бизнесменов, они поделили 1 триллион рублей выплат за 2023 год и первый квартал 2024, поскольку их компании возобновили или даже увеличили выплаты на фоне адаптации экономики России к санкциям, которые вводят страны Запада. Многие из этих олигархов тесно связаны с Путиным, а некоторые сами попали под санкции. А как так происходит, что у них, получается, наоборот, еще жизнь лучше стает во время войны? Смотрите, здесь тоже вот как бы магия заголовков. Надо внимательно смотреть на все эти цифры. В принципе, это прошлогодняя новость. Потому что такое эти дивиденды? Это остаток. Вот очень много было обсуждения того, что российский бизнес получил в прошлом году рекордную сольдированную прибыль. Там, по-моему, типа 34 триллиона или 36, я точно цифру не помню. Да? Вот эти вот дивиденды, ну, понятное было, что часть этой прибыли пойдет на дивиденды. Значит, смотрите, две хорошие новости, кроме вот этих плохих. Да? Первое, что эта прибыль чрезмерно концентрирована в очень узком наборе отраслей. То есть, это нефтяники, банки, металлурги, химики, грубо говоря. Вот, то есть, вот 3/4 всех этих прибылей – это прям вот в нескольких секторах. Да? Вся остальная экономика в лучшем случае на грани безубыточности. Балансирует большинство секторов ключевых, там, таких, например, как машиностроение, розничная торговля, автоперевозки. Все с около нулевой рентабельностью работают. Вот, поэтому это вот чуть-чуть застит глаза. Там есть несколько крупных олигархических структур, у них большая прибыль. Дальше, значит, следующая эта рубрика «Еще не вечер», потому что государство тоже видит эту прибыль и начинает им налоги повышать и забирать эти деньги в бюджет. Это какое-то время бюджет поможет поддержать, но все равно не сильно, потому что расходы будут расти быстрее. И вот это вот изъятие прибыли, оно приведет к сокращению инвестиций и сокращению выпуска. И вот они уже там всякие вот эти тревожные разговоры ведут про охлаждение экономики. Вот это один из факторов желания забрать эту прибыль в виде налогов, который будет этому способствовать. Ну и третье, что вот сейчас очень много обсуждают, что да, олигархи получили дивиденды. Вы знаете, это гораздо лучше, чем если бы они эту прибыль куда-то направили на новые инвестиции. Скорее всего, вот те вот конкретные фамилии, которые называются, эти люди будут эти деньги пытаться из России как-то выводить. И это хорошо. То есть, вот это хорошая новость. Потому что у нас из-за очень жесткого валютно-экспортного контроля сейчас отток капитала сократился. Но, понимаете, вот если там представьте, что вы Олег Перов, да? И вот, ну, вот куда вам эти деньги инвестировать в России? Ну, вы же, конечно, вы будете пытаться их выводить какими-то способами, тем более Олег Перов это умеет. Поэтому очень хорошо. То есть, вот эти вот дивиденды – это не та часть, которая гарантированно останется в России и будет на путинскую экономику работать. Скорее всего, я думаю, что значительная часть этой суммы они попытаются вывести за рубеж. Это вот как раз то, что сейчас нужно. Меньше денег останется в России. Ну, это замечательно, если действительно будет так. В России усиливается рост инфляции, и годовой пик прогнозируют в июле. А удастся ли российским чиновникам, например, повышением ставок, погасить эту инфляцию? И есть ли еще какие-то факторы, которые тоже могут повлиять и снизить то, что прогнозируют? Ну, смотрите, про вот этот пик они уже давно говорят. То есть, вот это такой переходящий каждый месяц, значит, moving target такая, да?
переходящий пик, что вот сейчас у нас самая высокая инфляция, значит, а вдруг наступит пик. Ну, вот мы вышли в итоге, ну, это, правда, разовая штука, но, тем не менее, за счет повышения коммунальных тарифов с 1 июля 0,66, почти 0,7% в неделю и больше 9% в годовом выражении мы такой инфляции вот не видели с весны 2022 года. Да? Смогут ли они остановить инфляцию ставкой? Ну, вот они уже ровно год. Они в конце июля прошлого года начали вот политику резкого повышения ставки и поддержания жесткой денежной кредитной политики. Спустя год мы пришли к тому, что инфляция бушует на рекордных уровнях и не собирается останавливаться. Почему? Потому что я вообще не понимаю, вот эта вот идея, там, мы тоже об этом говорили с вами не раз, да, бороться вот с теми причинами роста инфляции ставкой, я вообще не понимаю, как это может подействовать. Потому что работает что? Что они вбрасывают слишком много бюджетных денег в экономику, финансируя войну. Но это приводит к росту зарплат, росту цен там, и так далее. Это собирается останавливаться? Нет, не собирается. Да? Дефицит рабочей силы, который дополнительно заставляет повышать зарплаты и вот устроили вот эту зарплатную гонку в экономике. Это собирается останавливаться? Нет. Людей больше не становится. И даже Нарендра Моди их вот не привез рабочих рук там с собой. Да? Дорогущая и постоянно дорожающая, если посмотреть нашу статистику, логистика торговли с Азией, тарифов на автоперевозки, никак. Как это все может остановить ставка? То есть, деньги продолжают вбрасываться в ВПК, да? Дефицит кадров – проблема нерешаемая. Кадров нет и не будет, их будет только меньше из-за войны и продолжающегося отъезда. Да? Торговать с Азией дорого – это резкий рост издержек. Вот какие из этих факторов исчезнут из-за того, что они повысят ставку там, с 16% до 18%? Вот у них такая идея, что они, значит, все эти деньги, которые вбрасываются в экономику, они загонят на депозиты под высокие ставки. И на потребительском рынке их будет меньше. И вот инфляция там затормозится. Но мы же видели за год, что и так не работает. Что люди все равно идут больше денег, они идут больше покупать, разгоняют цены. Картошка с Нового года в России, только по официальным данным, почти в 2 раза подорожала. Да? Кстати, на это очень сильно влияет то, что вот из-за расчетов, из-за сложностей с расчетами с Китаем, с Индией, с Турцией, с другими странами подмораживается импорт. Он заметно сократился в этом году. Это влияет и на потребительский рынок. Вот тот же дефицит картошки там, или других овощей связан с тем, что египетскую картошку не привозят, потому что расчеты не работают. Да? Вот какой из этих факторов исчезнет из-за того, что они на пару процентиков там поднимут ставку? Поэтому я думаю, что вот еще несколько месяцев такой фигни, и к Набиуллиной встанет прямо очень острый вопрос вообще, чем вы занимаетесь. Потому что кредиты в экономике недоступны, инфляцию погасить не удается, а вот ставка все выше и выше и так далее. Да? Угу. Я думаю, что вот уже наверняка осенью, возможно, будет вот этот жесткий разговор, что эта политика не работает. Я не знаю, я никакого пика там не вижу. Вот у нас был подробный разговор на эту тему зимой, когда Набиуллина стала выступать и говорит, я вижу признаки дезинфляционных процессов. Я на это отвечал, я такого ничего не вижу, их нет. Вот прошло время, там, по-моему, довольно очевидно, кто прав, так что я не вижу никакого вектора смены этой ситуации. Вы говорите, что картошка подорожала. А что еще может подорожать в ближайшее время? Вот что вы рекомендуете россиянам закупать, возможно, к чему-то подготовиться? А если вы посмотрите на данные Росстата, то сильно дорожают просто самые широкие группы товаров. То есть, вот были там последние месяцы овощи бушевали сильнее всего. За ними пошла вся мясная, молочная продукция, хлеб. Пошел, наконец, дорожать бензин. То есть, уже типа по 0,5% в неделю розничные цены. Они их придерживали из-за того, что боялись там президентские выборы, инаугурации, там нехорошо, значит, омрачать вот все мероприятия, это еще Путину каким-то ростом цен на бензин. Но просто законы рынка работают, что цены потянулись. Сейчас очень сильно потянулись услуги, вот 10% подорожание коммуналки с 1 июля в среднем. Это такая болезненная будет история, тоже ударит по покупательной способности россиян. Авиаперевозки просто превращаются сейчас в такой лакшери-сегмент, да, то есть на 30% рост цен только с начала этого года, а так в целом они вот с начала полномасштабного вторжения типа удвоились там, или вот в таком районе. Да? Вот. То есть, это превращается в буквально недоступный сегмент для россиян.
Поэтому все. То есть, нет каких-то там дешевеющих групп товаров, в общем-то, нету. Причем у них циклическая такая история. Вот там курицу с яйцами цены подуспокоились, но они еще вернутся к росту. Потому что мы видим, что все вот эти дорожающие самые разные виды издержек, они приведут к тому, что вот такая куриная пауза, да, она вот кончится скоро и пойдет и на яйца, и на курятину рост цен опять. Слишком много факторов на издержки давят снизу. Поэтому как бы все товары будут расти. Это главное, вот, что я слышу от людей из России, что просто уже товары есть, но психологически даже вот очень сложно и неприятно идти в магазин, потому что ты оставляешь там столько денег, насколько ты мог там еще пару лет назад пол этого магазина купить, да, вот просто на обычную продуктовую корзину. Поэтому вот эта инфляция становится реально там супер болезненным фактором и по факту съедает все вот эти вот дополнительные прибавки к зарплате, которые мы видим. Прибавок к пенсиям, кстати, нет. Реальные пенсии с поправкой на официальную инфляцию в минусе с октября прошлого года. То есть, реальные пенсии сокращаются уже почти год. Это вот официальные данные Росстата. Так что, где-то, вот видите, уже рвется это по многим позициям. Уже не хватает возможностей, денег на то, чтобы все это как-то под контролем удерживать. Россия может столкнуться с тихим кризисом в экономике во второй половине 2024 года, поскольку основные движущие силы экономического роста – это потребление граждан и капитальные инвестиции, они окажутся под угрозой из-за возможного повышения ставок Центробанком. И к такому выводу пришли аналитики, говорят, что они близки к власти РФ, это Центр макроэкономического анализа. А что включает в себя понятие «тихий кризис» и можно ли ожидать уже глобального кризиса? Ну, как тихий? Вообще, в целом, если посмотреть на вот экономическую ситуацию, он не такой уж тихий. То есть, инфляция – это максимально болезненная как бы история для абсолютно всех. И для того же ВПК, потому что у них длинноинтервальная сдача, они получают деньги уже за готовую продукцию через долгий срок, когда эти деньги уже из инфляции сильно обесценились. Если, кстати, вы послушаете директоров оборонных предприятий, они активно воют на эту тему, что с нами, значит, контракты заключают там в ценах 2017 года, хотя все просто бешено подорожало. Да. Вот, то есть, первая история – это инфляция. Второе, действительно, это то, что высокая ставка убивает долгосрочные кредиты и вложения в развитие. Вот, например, у нас доля финансирования капитальных инвестиций через кредиты банков 10% всего. В основном 2/3 предприятий вынуждены финансировать из собственных средств, то есть, той самой прибыли, которая вроде кажется большая, но у них других источников инвестиций нету. Они от международных рынков отрезаны. А кредиты запредельно дорогие, подавляющее большинство бизнесов не обеспечивает такую рентабельность, чтобы эти кредиты вернуть. Дальше это вот начинается курица и яйцо. Такая самоподдерживающийся эффект обратной связи, как говорят. Да? Когда высокая инфляция заставляет еще повышать ставку, соответственно, дополнительное повышение ставки просто закрывает тему с доступными кредитами для бизнеса. Я вот тут сделал тоже вот еще одно видео у себя на канале. Я просто сделал нарезочку с даже не всего форума, а только с одной сессии. Вот у них был в начале июля в Питере финансовый конгресс Банка России. Вот посмотрите, они наговорили там просто, то есть, что частных инвестиций нет и не будет. Долгосрочных денег нет и не будет. При этом они не видят, что делать, потому что снижать ставку они не могут. Это приведет просто к дополнительному инфляционному взрыву и, в общем-то, к катастрофе. Ну, то есть, вот патовая такая ситуация в их собственных словах. Я здесь ничего не выдумываю. Поэтому вот этот СМАК, Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, это действительно вот ведущий макроэкономический центр правительства. Его создателем был Андрей Белоусов, который вот сейчас... министр обороны, да, поэтому они уже не первый месяц об этом пишут, что то, что, значит, вот вышли на такую волну какого-то роста ВВП из-за быстрых вложений в военку, это дело исчерпывается, дальше подмораживается все. То есть, высокая ставка подмораживает доступность кредитов, инфляция вообще это большая угроза для экономической активности. Дальше замораживаются импортные расчеты, Россия не может вести много оборудования и компонентов для производства, которые большинство завозится по импорту и так далее. Поэтому, да, конечно, все правильно они говорят. Это вопрос только, что
это чуть-чуть растянулось во времени, но вот мы видим, как вот, в ближайшие месяцы все эти эффекты, они неизбежно будут наступать. Ну, кстати, сама ж Набиуллина, она назвала 3 ограничения российской экономики. Тоже говорит, дефицит рабочей силы, ограничения на доступ к технологиям и недостаток инвестиций. Она говорит, расти мы уже не можем, рост может быть только за счет производительности труда, а производительность труда – это технологии. А как вот можно расшифровать ее заявление? То что, роботы будут дальше работать? Ну, там очень много демагогии во всем, что они говорят, да, потому что это не подкрепляется какими-то реальными, заметными технологическими прорывами. Вот Греф, у него была очень интересная презентация в прошлом месяце на другом вот питерском экономическом форуме, вот это такой большой ивент, который, где был Путин там, и они много обсуждали все. Он показал, я тоже это вот все демонстрировал в своих видео, он показал график экономической сложности в России, то есть, который показывает роль высоких технологий в выпуске и производстве. Да. Она не изменилась за последние 15 лет. Не выросла. То есть, это такая максимально примитивная экономика-насос, как и была. Потому что инновации и технологическое развитие не прорастают в условиях отсутствия прав собственности. В условиях, когда у вас инвесторов и креативщиков сажает ФСБ, да. Когда у вас вводят драконовский контроль за движением капитала и валюты, и на все надо разрешение спрашивать. Вообще, в принципе, такая простая вещь, по-моему, всем очевидная. Никакие сложные технологические продукты невозможно создать без международной кооперации. Вот. И Россия себе вот этой изоляцией все это дело разрушила. И пытается сейчас, значит, в срочном порядке на суперджет вместо французского двигателя приделать там непонятное что-то, что вот, как мы видим, не летает. Да? А, кстати говоря, вот еще раз, вот эта кооперация у нас работала, извините, с Западом. Да? То есть, вот тот же суперджет – это самолет, который был начинен самыми разными западными компонентами и технологиями. А Китай нас в этом качестве не хочет видеть. И из совместного проекта CR-929, который подавали как российско-китайский широкофюзеляжный самолет, нас выкинул. Он теперь называется Си-929, буквы «Р» там больше нету. Вот Россия просто что-то, может быть, какие-то отдельные узлы будет туда поставлять, а может и не будет. Вот. Поэтому не будет технологий без Запада. Не будет инвестиций без Запада. Да? Ну, про вызов с точки зрения трудовых ресурсов – это нерешаемая для них сейчас проблема. Видно, что в России трудовых ресурсов меньше, чем нужно экономике, плюс Путину для войны. То есть, здесь предложение существенно трудовых ресурсов отстает от спроса. И никак эта проблема не решается. Как вот сказал на Питерском экономическом форуме вице-премьер Чернышенко, рождаемость не вырастет по постановлению правительства. Да, там еще Росстат, по-моему, сказал, что смертей сейчас больше, чем рождаемости в России, поэтому не все так гладко и красиво в будущем будет выглядеть. Кстати, по поводу того, что у Путина, наверное, проблемы с личным составом для вооруженных сил Российской Федерации, свидетельствует тот факт, что они все больше и больше покупают людей, берут на контракт, платят им огромные деньги. Тогда вопрос, откуда они берут эти деньги, на чем они могут сэкономить, ну и как долго их еще хватит? Ну, видите, вот вы слышали, что у нас сейчас принят пакет серьезного повышения налогов с 1 января. Это существенно региональные налоги. То есть, налог на прибыль и налог на доходы физлиц в значительной степени идут, прежде всего, в региональные бюджеты. А вот эти вот, как вы видите, выплаты при подписании контракта, их берут на себя регионы. То есть, они назначают вот эти вот доплаты. Им не очень этого хватает. Регионы все больше вынуждены занимать на долговом рынке. Ну, вот во многом, то есть, вот это вот как бы изменение налогового законодательства с повышением, прежде всего, налога на прибыль и НДФЛ, оно в значительной степени связано с тем, чтобы поддержать штаны регионам, которым, как бы, они считают, должно хватить денег на все вот эти вот военные выплаты, но с таким фантастическим ростом вот самих этих выплат, вы видите, да, что они каждый месяц увеличиваются. И это уже такие очень-очень внушительные суммы. Вот мы видим 1 300 000, 1 600 000. Да? Вот. Ну, помножьте просто, там, допустим, на 10 тысяч людей, набранных по контракту в регионе каком-то, и вы получаете очень, очень внушительные суммы. Поэтому вот эта проблема, она будет нарастать в
вкупе с тем, что им по другим направлениям, вот я это в свежем видео на своем канале объясняю, им по другим направлениям тоже не хватает денег. По ВПК не хватает денег, потому что вот Чемизов говорит, что у них нулевая рентабельность, да. По снабжению не хватает денег. Все мы слышим, что солдаты побираются, значит, и армия сама себе все покупает и действует как партизанский отряд. Это вот говорится с абсолютно официальных трибун. Я думаю, что они в ближайшее время будут вынуждены, если Путин не решит остановить войну, то они будут вынуждены очень сильно повысить военный бюджет на несколько триллионов рублей. Вот мы с вами в конце августа, в сентябре это узнаем, когда будет проект нового бюджета на следующий год. Россия заявила, что собирается и дальше поставлять газ в Европу через Украину после окончания контракта. Новак об этом сказал и говорит, все зависит от Украины, но мы знаем позицию президента Зеленского, который говорил, что газовый контракт продлевать с Россией мы не будем. А почему вот Россия так хочет использовать и дальше украинскую ГТС, и если все-таки этот контракт не продлят, то что потеряет РФ? Самый короткий путь вот во все это, кто вот является получателем? Венгрия да Словакия, прежде всего, да, и Австрия. Вот. Это такой вот главный кластер, который продолжает, к сожалению, в Европе российский газ покупать. Хотя вот Австрия, непонятно тоже, что будет. У них там выборы осенью. И ультраправые сейчас находятся на лидирующих позициях, которые против санкций в отношении России. Но вот действующее правительство Австрии, они заговорили о том, чтобы постепенно отказываться от российского газа. Посмотрим, как у них это дело выйдет. Но в целом, то есть для Путина транзит через Украину – это вот самый короткий путь вот в этот кластер, который у него сейчас в основном покупает газ. Венгрия, Словакия, Австрия. Иначе придется через Турцию тянуть. Это дороже. Турция будет, конечно, выторговывать себе какие-то свои там посреднические условия. Поэтому, конечно, Путин и «Газпром» хотели бы сохранить украинский транзит. А когда Европа откажется от российского газа? Да пора бы уже. Вот я не знаю, они уже много говорят про поэтапный отказ до 2027 года, но конкретного плана на эту тему нет. Угу. Хотя хорошие признаки вот в том, что в 14-м европейском пакете санкций в июне появились хоть какие-то санкции против российского сжиженного газа, против перевалки в европейских терминалах, против новых проектов, там Арктик, СПГ-2 и прочее, да. Вот. Это уже признак, что ситуация хоть как-то задвигалась. Я связываю большие надежды с новым составом Еврокомиссии. Надеюсь, что он как можно быстрее заработает, достаточно энергично. Ну и вот вы знаете, что новой главой Европейского МИДа будет Кая Каллас. Вот у нее такая непоколебимая позиция по санкциям. И надеюсь, что все это завертится быстрее. Но им надо осенью просто конкретный план принимать по отказу от российского газа уже со сроками, там, квотами и прочим. Владимир, огромное спасибо вам за разговор, за то, что вы присоединились к эфиру и, как всегда, все объяснили нам очень просто на все сложные вопросы. И благодарна за то, что находите время для эфира. Я напомню, что Владимир Милов был с нами на связи. Вы, друзья, поставьте свой лайк, пишите комментарии, поддержите наш разговор, ну и, конечно же, подписывайтесь на наши YouTube-каналы. Всем спасибо за внимание, желаю хороших новостей и берегите себя. До встречи. Большое спасибо, держитесь, до встречи.